Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня в этом видео я хочу предложить вам связать вместе со мной вот такого милого тигрика. Полосочки у него вышитые, хвостик вязан двумя цветами, ну и третий на кончике. Вот такой милый малыш. Также я оставлю вот здесь вам подсказочку на то, как связать это тело. У меня на канале есть подробный мастер-класс по петельной, каждый ряд провязывается. А сегодня я вам покажу, как связать мордочку, ушки, хвостик. И немножко покажу, как оформить тигрика и пришить детальки. Для вязания такого тигра я использовала молочный цвет. Это Yarnard Jeans 03. Для вышивки использовала вот такой вот коричневый цвет 70. Также можно, например, использовать цвет 40 для вышивки вот этих вот полосочек. Тоже отлично подходит. А для вязания тела я использовала вот такую вот ниточку Alize Cotton Gold. Это цвет 14. Ниточка подобна Yarnard Jeans. Но вы также можете использовать, например, Yarnard Jeans цвет 35. Ну или какой-то другой, который вам нравится. Вязать буду крючком номер 2. Я уже связала заготовочку для тела игрушки. Кстати, забыла сказать, что для игрушки я использую глазки на безопасном креплении 8-9 миллиметров. Подходит как и 8, так и 9. Ну, в общем, смотрите на свое усмотрение. В данной игрушке я использовала 8 миллиметров глазки. Напомню, ссылочку на вот это тело будет в описании. А сейчас я вам покажу, как связать ушки. Берем ниточку белого либо молочного цвета. И будем вязать вот эту вот часть ушка. Итак, делаем кольцо амигуруми. И в это колечко провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Колечко стягиваем. Делаем воздушную петельку. И вязание переворачиваем. Теперь с этой стороны мы будем вязать следующий ряд, второй. Каждый столбик мы провяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4 и последняя 5. Провязали. Хорошенько колечко затянули, чтобы не было дырочки. Вот такой у нас полукруг получился. Делаем воздушную петлю и обрезаем ниточку. Вот такая вот деталька у нас получилась. Пока это откладываем ушко. Берем ниточку основного цвета и вяжем такую же аналогичную детальку. Делаем кольцо амигуруми. В кольцо провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Кольцо стянули. Сделали воздушную петлю. Вязание перевернули. И в каждый столбик провязываем по прибавке. Первая, вторая,
третья, четвертая, пятая. Провязали. Так. Теперь смотрите, вот это у нас изнанка и петелька у нас справа. Берем нашу первую детальку, лицом к себе белую детальку, находим первый столбик вот здесь вот в начале. И вот эту петельку протаскиваем насквозь. Так. Протянули. Сделали воздушную петельку. Теперь в этот же столбик вяжем столбик без накида, но захватываем 2 стеночки. Сразу 2 стороны ушка. Провязали столбик. Теперь в следующие столбики мы вяжем прибавку, но вяжем насквозь, захватывая 2 стороны ушка за обе петельки. Я думаю, понятно. Так, провязали. Следующую вяжем столбик, следующую прибавку. И так чередуем до конца ряда столбик, прибавка. Последний столбик вяжем прибавку, делаем воздушную петельку и оставляем длинный кончик для пришивания. Вот такое ушко у нас получилось. Теперь берем 2 ниточки, с которых мы начинали вязание с кольцами груми, завязываем их на узелок. Делаем покороче и прячем в ушко. Также вовнутрь прячем и вот этот кончик от белой части ушка. Чтобы когда мы пришивали, нам эти ниточки не мешали. Итак, я все ниточки спрятала и получилось вот такое ушко. Таких ушка надо связать 2. Теперь будем вязать вот такую вот мордочку. Берем белый либо молочный цвет. Делаем начальную петлю и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Со второй петельки от крючка вяжем 2 столбика. 1, 2. В последнюю петельку провязываем 3 столбика. 1, 2, 3.
Теперь в следующую петельку провязываем 1 столбик, а в последнюю провязываем прибавку. Первый ряд закончили. У нас получилось по кругу 8 столбиков. Чтобы не путаться, ставим маркер. И начинаем вязать второй ряд. В первую петельку провязываем прибавку. Далее вяжем 1 столбик. И вяжем 3 прибавки. 1, 2, 3. Далее вяжем 1 столбик. И в последние 2 петельки вяжем по прибавке. 1, 2. Итак, закончили второй ряд. Вяжем третий. Вяжем 1 столбик. Далее вяжем прибавку. 1 столбик. И далее, там, где мы вязали 3 прибавки, мы вяжем 1 столбик, прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. Далее вяжем 1 столбик. И здесь у нас идет 2 прибавочки. Над ними мы также вяжем 1 столбик, прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. Прибавка. У нас получилось 20 столбиков по кругу. Вяжем 4 ряд. Вяжем 2 столбика, прибавка. 1, 2, прибавка. Провязываем 1 столбик. И далее 3 раза вяжем 2 столбика, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. И последний раз 1, 2, прибавка. Вяжем 1 столбик. И далее 2 раза вяжем 2 столбика, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. По кругу у нас получилось 26 столбиков. Далее 2 ряда мы вяжем без прибавок, без убавок по кругу 26 столбиков. 5 и 6 ряд вяжем без изменений. Эти 2 ряда несложные, я думаю, вы свяжете самостоятельно. Вот такая вот мордашка у нас получилась. В следующую петельку мы делаем соединительный столбик. Оставляем длинную ниточку для пришивания и обрезаем. Все, наша мордочка готова.
Вот таким образом у нас она будет пришиваться. Ровненько прикалываем ее иголочками и пришиваем. В этом видео я не буду подробно показывать, как я пришиваю мордочку. У меня на канале есть подробный мастер-класс по пришиванию мордочки. Я оставлю вам вот здесь вот подсказку. И также оставлю ссылочку в описании к видео. И вы сможете посмотреть видео и аккуратненько пришить мордочку. Пришиваем мордочку. Я дошила практически полностью мордочку. Теперь нужно ее наполнить. Наполнили мордочку и дошиваем до конца и ниточку закрепляем. Вот такая мордочка у нас получилась. Теперь будем вязать хвостик. Делаем кольцо амигуруми. И в это колечко провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Намечаем начало ряда. И вяжем второй ряд. Второй ряд мы вяжем 2 столбика прибавка 2 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Далее вяжем третий и четвертый ряд без прибавок, без убавок по кругу 8 столбиков. Вяжем самостоятельно. Провязали 2 ряда. Теперь будем менять ниточку на желтую. Я распускаю последний столбик, но не полностью, а оставляю 2 петельки и завершаю этот ряд желтым цветом. Ниточки подтягиваю. Теперь 2 ряда вяжем желтым цветом. 5 и 6. Завязываем эти ниточки на узелочек. И белую ниточку можно обрезать, она нам не пригодится больше.
Прячем кончики внутрь. Хвостик я не набиваю. Так, провязали 5-й ряд и также аналогично вяжем 6-й ряд по кругу 8 столбиков. Провязали. Теперь меняем ниточку на коричневую. И 7-й ряд будем вязать коричневым цветом. Все так же по кругу вяжем 8 столбиков. Завязываем здесь узелочек, чтобы закрепить коричневую ниточку. И смотрите, я чередую хвостик, вяжу 2 желтеньких ряда, 1 коричневый, 2 желтых, 1 коричневый. И получается вот такой вот хвостик. Здесь у меня переходы, я их не скрывала, не вязала незаметным способом, просто вот так вязала. Все-таки это тигр, и не думаю, что у него прям такие ровные полоски. Думаю, так смотрится неплохо. Хвостик не такая уж сложная деталька. Здесь нет больше прибавок-убавок. Я оставляю вам схемку на экране, чтобы вам было проще вязать. Ставьте на паузу и вяжите, чередуя 2 ряда желтых, 1 коричневым. И встретимся в 16 ряду. Итак, мы связали 15 рядов хвостика. Теперь нам нужно коричневую ниточку обрезать и закрепить. Можно заправить ее в иголочку и иголочкой заправить. А можно просто вывести на эту сторону крючком. Потом подцепить столбик. Так. Здесь оставляем петельку. Продеваем ее. Ну, в общем, делаем все так же, как если бы закрепляли иголочкой. Закрепили. И этот кончик прячем в хвостик. Можно его обрезать, чтобы он не был такой длинный. Все, коричневую ниточку мы спрятали. И теперь вяжем 16 ряд. В этом ряду нам нужно провязать за 2 стеночки 4 столбика. Прокалываем первый столбик. Находим на противоположной стороне столбик. И провязываем следующие 2 стеночки. 2. Следующие 3. И последние 4. Делаем соединительную петлю и оставляем кончик для пришивания хвостика. Вот такой хвостик у нас получился. Итак, нам осталось связать только вот такой вот животик. Но это уже по желанию, кому нравится, кому нет. Для животика мы набираем в кольцо амигуруми 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Стягиваем колечко. Далее вяжем по кругу второй ряд. В каждый столбик вяжем прибавку. Всего по кругу у нас получится 14 столбиков. Вяжем прибавки до конца ряда. Провязали второй ряд. Ставим маркер, чтобы не запутаться. И вяжем третий ряд. В этом ряду мы вяжем 1 столбик, прибавка. И так до конца ряда. 1 столбик, прибавка. И всего у нас по кругу получится 21 столбик. Провязали. Теперь вяжем последний 4-й ряд. Вяжем 1 столбик. Делаем прибавку. И далее до конца ряда вяжем 2 столбика, прибавка. А в конце провяжем еще 1 столбик. Вяжем до конца ряда 2 столбика, прибавка. И в последнюю петельку провяжем еще 1 столбик. Вяжем самостоятельно. Итак, вот мы провязали 2 столбика, прибавка. И в последнюю петельку провязываем еще 1 столбик. Довязали 4-й ряд. Оставляем длинненький кончик, чтобы можно было пришить пузико, животик. Итак, вот мы обрезали ниточку. Здесь у нас последняя петля. Я ее не закрепляю, а вытаскиваю ниточку полностью. Вытащили ниточку. Теперь пропускаем 1 столбик и в следующий столбик вводим крючок. Захватываем нашу ниточку, протаскиваем ее, подтягиваем. Далее вводим в этот столбик, вот где у нас косичка, смотрите, здесь мы вот подтянули, да, и первый у нас здесь вот столбик. Так, схватили и протягиваем эту петельку туда. И подтягиваем. Подтянули. Выводим на эту сторону, на изнанку, наш кончик. И вот такое аккуратное закрытие у нас получилось. Связали наш животик. При желании можно его сделать поменьше, просто не довязывать последний ряд. Прикалываем его вот так вот иголочками и пришиваем аналогично, как пришивали мордочку, подхватывая столбик на теле и столбик на животике. Пришиваем таким способом полностью по кругу животик и ниточку закрепляем. Ушки мы будем пришивать между 8 и 9 рядом и здесь между 10 и 11. Вот так они немножко изогнуты.
Теперь мы будем пришивать ушки. От макушки, от нашего закрытия отсчитываем 8 рядочков. Отсчитали 8 рядочков, поставили вот здесь вот иголочку на уровне 4 столбика от глазика. То есть считаем 1, 2, 3, 4 столбика. Поднимаемся вверх к 8 рядочку и ставим иголочку. Далее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков от глазика. И между 9 и 10 рядом также ставим иголочку. С этой стороны делаем также. Эту иголочку на 8 столбиков от глаза, здесь на 4 столбика. Вот, намечаем, где наши ушки будут пришиты. Берем наши ушки и вот таким образом прикалываем, где у нас иголочки. Захватываем крайний столбик. Так. И здесь крайний столбик. Закрепили. Аналогично прикалываем второе ушко. Так. Смотрим, чтобы все у нас было ровненько, симметрично. И пришиваем наши ушки с вот таким вот изгибом. Итак, затянули нашу ниточку в иголочку. Подхватываем столбик на теле. Соседний столбик от иголочки. Подцепляем петельку. Так, сделали первый стежок, закрепили. Подцепляем первый столбик на ушке. Теперь снова вводим нашу иголочку оттуда, откуда у нас выходила ниточка. Подцепляем следующий столбик. Ниточку хорошо подтягиваем. И цепляем следующие петельки уже на белой стороне. Подтягиваем. Вводим иголочку, где выходила ниточка. В принципе, пришиваем точно так же, как пришивали мордочку и животик. Все по тому же принципу, подхватывая столбики на теле и подхватывая столбики на ушке. Смотрите внимательно, чтобы вы подцепили именно не одну там какую-то ниточку, а целых две. Пришьем с этой стороны и потом прошьем с другой стороны. Ниточки хорошо подтягиваем, чтобы желтая ниточка спряталась в тело. И теперь с этой же стороны пришиваем оранжевую часть. Также подхватывая столбики
и пришивая к телу. Не забывайте подтягивать хорошо ниточку. Так, прошили наше ушко по кругу, так сказать, по периметру. Вывели иголочку за ушком. И можно ниточку закрепить. Для надежности можно сделать 2 закрепочки. Подхватываем столбик и в эту петельку, которая образовалась, протаскиваем нашу иголочку. Закрепили и прячем ниточку в голове. Все, ниточку обрезаем и аналогично пришиваем второе ушко. И получится у нас вот такие вот ушки. Итак, мы пришили ушки. Теперь нам осталось пришить хвостик и оформить нашу мордочку. Я пришиваю хвостик вот так вот на бочок, посерединке. Итак, прикололи хвостик, и теперь так же, как мы пришивали все детальки, мы пришиваем и хвостик. Подхватываем столбик на теле, вот так по диагонали. Теперь подхватываем первую петельку на хвостике. Смотрим, где у нас выходила ниточка. Также по диагонали вводим в следующий. Подхватываем петельку. И так пришиваем до конца. Все 4 столбика. Прошили. Теперь, чтобы у нас он вот так не болтыхался, а лежал ровненько вот на этот бочок, мы еще подхватим первые столбики на хвостике. Вот так. И пришьем их
к телу. Подтягиваем. Так, закрепляем, выводим на другую сторону. И с другой стороны так закрепим. Подхватим столбик. Выводим где-нибудь, где будем закреплять ниточку. Подтянули все хорошенько. И закрепили. Для надежности я делаю 2 закрепки. И прячем ниточку в тело. Все, наш хвостик пришит. Теперь я уже подготовила ниточку. Ею мы вышьем белки. Это просто белый цвет, 62-й. Заправляем ниточку в более длинную иголку. Находим дырочку между столбиков, чтобы не захватить никакую ниточку. И вводим по серединке глаза снизу. Здесь оставляем кончик, чтобы можно было его завязать. Теперь вводим иголочку сверху глазика посерединке и выводим на другом глазике, также посерединке сверху. И заводим иголочку посередине снизу. А выводим иголочку там, где мы ее и вводили. Сзади на голове. Так. Теперь наши ниточки 2 подтягиваем, чтобы таким образом втянуть глазки. Так, и завязываем на узелок. Обрезаем ниточки и прячем их в голову.
Белки вышили. Теперь нужно вышить бровки и реснички. Намечайте иголочками, на каком уровне нужно это сделать. И вышивайте. Я думаю, с этим каждый справится. Покажу вам поближе. Реснички у меня на 3 столбика. И бровки на 3 столбика. Но вы вышивайте на свое усмотрение, как вам больше нравится. Теперь будем вышивать носик. Подготовим ниточку. Ниточку я беру около метра, так как никогда не знаю, какой объем нити мне потребуется. Так как я здесь вышиваю довольно-таки много стежочков, в общем, чтобы 2 раза не заправлять, сразу беру длинную ниточку. Далее мы намечаем, какой ширины мы хотим вышить носик. Смотрим, где у нас середина мордочки. Так, смотрим. Здесь у нас будет низ. Вот этот вот уголочек намечаем. Будет вот, пусть будет вот на этом уровне. И далее по ширине смотрим, вот так пролаживаем как бы к глазику, треугольничек. И вот в этот рядочек, получается в крайний, ставим иголочку. Таким образом намечаем, что у нас здесь будет край носика. И с этой стороны точно так же. Так, на камеру может быть показаться, что это не совсем ровно. Ну, в общем, намечаем вот такой вот треугольничек и будем вышивать. Заводим иголочку где-то сбоку. Ну, в общем, где вам удобно. И выводим в серединку носика. Оставляем здесь кончик, чтобы можно было узел завязать. Далее посерединке вот так вот прокладываем нашу мордашку. Так. Отсчитываем 4 столбика влево. Так, вывели. Теперь снова заводим сюда иголочку и отсчитываем 4 столбика вправо. Так мы вышьем улыбочку. И выводим слева, где у нас иголочка. Вот такая у нас здесь улыбочка как бы получилась. Вы можете ее не вышивать, можете вышить только носик. Но я вышиваю вот таким образом. Далее вот такими вот стежочками сквозными я вышиваю носик. Сначала намечаю границы, чтобы было бы удобней. И в каждый столбик по несколько раз прошиваем, пока у нас полностью вот этот треугольничек не зашьется коричневым цветом. И не получится вот так. Я думаю, с этим вы справитесь самостоятельно. Здесь нет ничего сложного. Вышиваем. Далее вы видите эту ниточку вот сюда вот.
вот сюда, где вы начинали вязание, и завяжете на узелок. Ниточки спрячьте в голову. Я вышила носик. Вот такой он получился. Спрятала уже ниточку. Теперь нам осталось только вышить полосочки вот такие и бровки, реснички. И наш тигренок будет готов. Я думаю, что с вышивкой бровок, ресничек и полосочек вы справитесь сами. Смотрите, у меня полосочки здесь идут 4 на голове с этой стороны. Я отступила от ушка 3 столбика, сделала первый стежок и потом через каждые 2 рядочка сделала примерно на одном уровне. И здесь то же самое, 3 столбика отступила и полосочки. Далее вышила полосочки на голове. Ну, сделала тут длинные, короткие, в общем, в таком хаотичном порядке. Далее 4 полосочки у меня под рукой. Так, давайте, чтобы было понятней. Так, получается у меня здесь полосочка на 8 столбиков. Но здесь прибавки-убавки, но тоже получается на 8 столбиков полосочки 4. Также между 2 рядочками. Здесь на ножке у меня по 7, здесь 6 и тут уже 5. Ну, в общем, вы можете вышить на какой-то ширине, может быть, побольше, поменьше. Я думаю, вышить полосочки несложно. Вышите на свой вкус. Также можете челочку здесь вышить, если вам нравится. Вот так вот полосочки. Ну, я сделала вот в таком оформлении. Я думаю, дальше вы сделаете все самостоятельно. Здесь нет ничего сложного. Огромное спасибо, что вязали вместе со мною. Буду ждать ваши фотографии в группе ВКонтакте, либо в Инстаграм. Отмечайте меня вот этим хэштегом. Буду рада посмотреть на ваши игрушечки. Все нужные ссылочки будут в описании. Надеюсь, у вас все получилось. Если будут вопросы, пишите в комментариях, я вам помогу. Всем спасибо и всем пока!